Всем привет! Меня зовут Алена, и знаете, мне хочется с вами делиться всеми идеями, которые приходят мне в голову. Поэтому на моем канале будут также видео, не связанные с цветами. Я вроде это уже как-то говорила, но напомню еще один раз. Ну и сегодня я вам покажу, как сделать панно-полку для вашей комнаты, для спальни, или, возможно, вы захотите использовать и на кухне. Очень хорошая идея для подарка. Панно подобного плана с надписями, с какими-то буквами, инициалами. Сейчас очень популярным стало делать на оформление свадеб, но тем более у нас недавно с мужем была годовщина, и мне хотелось сделать что-то особенное, и я сделала вот такую полочку, которая на данный момент висит у меня за спиной. Но и тем более на эту маленькую полочку можно ставить какие-то сувениры, которые связаны с вами, но также, так как это деревянное панно, туда можно на кнопки вешать и фотографию. Поэтому вариантов его использования может быть очень много. Но я покажу вам сегодня свой вариант, и если вам интересно, оставайтесь смотреть. В своей работе я буду использовать деревянные наличники. Я использую уже их не первый раз, и мне нравится то, что они по толщине 1,5 сантиметра, но размером я беру такие наличники 106 сантиметров. На этот раз мне понадобится 3 таких наличника. Так как они длинные, разделяю их ровно посередине. И так у меня получается 53 сантиметра. Ширина моего наличника 9 сантиметров. Но в работе можно использовать совершенно любые доски, совершенно любого размера и толщины. Все зависит от того, какой внешний вид в итоге вы хотите получить. Намечаю, где мне нужно распилить свои доски, и буду распиливать, как обычно делается в очень смешной позе. Потому что дома на балконе распилить их не так-то просто, ничего не помещается, и выглядит со стороны это очень смешно. Распилила доски и буду складывать вот таким образом, одну за другой. Но для того, чтобы вся наша композиция в итоге, все наше панно, картина выглядела красиво, нам нужно обязательно зачистить все края. Таким образом, ваша работа будет выглядеть намного аккуратнее, поэтому никогда не пропускайте этот шаг. Сделала. У меня на этот раз помощница Тася, но уж очень она мне мешала, но ничего с ней поделать не могла. Нам еще потом понадобится 2 рейки, чтобы все закрепить, но это я вам покажу дальше. Сейчас я буду окрашивать. Окрашивала я своей любимой лазурью. Можно использовать морилку, можно использовать краску. Я немножко отлила стаканчик и разбавила водой. Да, может это делать и нельзя, но это же Алена, у меня всегда все можно. Я разбавила водой и приступила к окрашиванию. В этот момент я поняла, что мне хочется чуть-чуть более яркого цвета, поэтому я добавила еще немного лазури, размешала и покрыла еще раз. И вот этот цвет для меня был идеальный. Покрываю все свои доски и оставляю сушиться. Вот такой цвет у меня получился. Кстати, на камере передается чуть-чуть желтоватый оттенок. И почему я решила разбавить водой? Если вы помните, мы покрывали этой же лазурью поднос, который я делала, и он намного темнее. Не разбавленная лазурь вот такого темного цвета. Мне хотелось сделать немножечко светлее, поэтому я и разбавила водой. Да, я не сказала, лазурь у меня цвета палисандр, и купить ее можно в строительных магазинах. Ну а теперь сама надпись, которая у меня будет, я ее распечатала на самоклеющей бумаге, после чего буду вырезать так называемый трафарет и переносить его на дерево. Но самый идеальный вариант, конечно, зайти в полиграфию, вам там все сделают, вырежут на плоттере, и у вас будет идеальная картинка. Но я же из тех людей, которые не любят долго ждать, поэтому я все сделала сама и буду переносить трафарет уже самостоятельно. До того, как мы будем декорировать уже сверху, делая так называемый рисунок, я буду склеивать свои дощечки. Склеиваю я клеем Так-И-Глу. Я уже как-то говорила, это клей похож на ПВА. И знаете, он мне очень-очень понравился в работе, потому что он на самом деле хорошо склеивает. Даже ящик, который я склеивала на этот клей, у меня до сих пор не развалился. И шурупы и гвозди я туда не использовала. После высыхания клей становится прозрачным. Теперь намечаю, где у меня будет надпись.
так как у меня нету специальной пленки, с помощью которой переводится трафарет, я использую малярный скотч. С помощью его очень удобно переносить наклейку на доски. Намечаю, где у меня будет надпись, и все хорошо приклеиваю. Посередине я хочу сделать сердце, поэтому я приблизительно вырезала сердце. Приклеиваю на малярный скотч. Также не забываю приклеить и дату нашей свадьбы, тоже она находится посередине. И теперь по краям все хорошо закрываю, так как я буду использовать краску в баллоне. Я использую вот такую, белого цвета, она у меня матовая. И начинаю окрашивать. Сверху я решила сделать чуть-чуть светлее, к низу чуть более яркий белый цвет. Можно использовать акриловую краску и сидеть красить губкой. Но мне показалось, что с помощью баллона это будет сделать намного быстрее. Ну и так как это тонкий слой, высыхает тоже очень быстро. Готово, сняли всю бумагу и теперь снимаю саму наклейку, под которой у нас остаются четкие буквы. Также я слегка зачищаю между дощечками, чтобы проявился больше рисунок, и теперь нам нужно будет закрепить еще и обратную сторону. Но перед этим я ее покрашу в тот же самый цвет лазури. Ну и нужно обязательно закрепить все наше панно с обратной стороны. У меня были вот такие... Но вообще это тоже наличники, я когда-то делала с них рамку, и у меня остались вот такие заготовки, даже по краям зарезаны под углом. Я сначала их слегка приклеиваю на расстоянии от края на 4 сантиметра. И теперь буду вкручивать шурупы. Да, я вкручиваю шурупы неправильно, потому что для того, чтобы не потрескались ни дощечки, ни наличник. Вообще лучше сначала сделать дырочку, а потом закрутить шурупом. Но знаете, вот только я могу попросить у папы привезти шуруповерт и не спросить, как меняются в ней насадки. Поэтому это Алена. Но ничего страшного, с обратной стороны моих косяков даже не видно. Прикрутили две рейки, и я срезала все-таки вот эти острые края. И теперь, так как я хочу снизу сделать полочку, нам нужно вот таких две заготовки. Они у меня размером 2 на 3 сантиметра. Буду прикручивать ее сверху и снизу. По длине они у меня получаются на всю ширину моего панно. И вот тут хорошо видно, как Алена крутила, и по итогу у меня рейка треснула. Поэтому
правильнее сначала сделать дырочку, а потом уже вкрутить шуруп. Снизу все выравниваем, чтобы у нас было все ровненько. И теперь сама полочка. Сама полочка у меня будет по ширине тоже 9 сантиметров. Можно использовать и шире. И буду окрашивать. Я решила покрасить ее в белый цвет и буду использовать белую акриловую краску. Но от того, что наша полочка будет белая, она не будет очень сильно выделяться на стене. Вроде бы есть, но в тот же момент вроде бы ее и нету. Оставляем сушиться. И теперь можно прикручивать. Прикручиваю я снизу. Все прикрутили, осталось сверху сделать крючок для того, чтобы вешать его на стену, и готово. Да, свое панно я не покрывала лаком, потому что в принципе оно висит у меня в квартире, и лазурь, она уже сама по себе защищает древесину, но и тем самым картинка смываться не будет, потому что тряпкой тереть по ней я просто не буду. Ну а если вы хотите, вы можете использовать совершенно любой акриловый лак, лак для дерева, но также в строительных магазинах вам посоветуют, какой лак лучше. Ну и все, что я хотела вам сегодня показать. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!